Всем доброй ночи, друзья мои. То, что я сегодня вам подарю, создано на основе кавказской магии. Хочу вам сказать, что кавказская магия, она разнообразна, своеобразна, и там очень много перемешано древних традиций, обычаев, религиозных празднеств, языческих поверий и прочее. Вот на основе этих поверий, этих методов лечения, этих методов манипуляции энергиями я создаю и очень много полезного, которое может вам пригодиться. В данный момент я хочу вам подарить созданную на основе традиции Кавказа несколько ритуалов. Вы знаете, на Кавказе на самом деле цвета имеют огромное значение. Определенные цвета являются оберегами, определенные цвета зашивались молодым девушкам для того, чтобы их не сглазили, чтобы не сурочили, не испортили их судьбу. Определенные цвета одевались на руку детям для того, чтобы у них судьба была более богатая, изобильная и прочее. Кроме того, болезни иногда лечились определенными цветами тканей. Например, я помню, когда я была маленькая, у меня сестра заболела краснухой. И говорили, что краснуха боится красного цвета. Так вот, на нее, на голову, на ноги ложили красную материю. И я помню, что эта болезнь быстро отступила. А краснуха иногда может дать очень такие осложнения, особенно в маленьком возрасте. Хотя основное количество людей краснуху или там вот эти свинка еще называется, не знаю, как по-научному, когда лицо опухает, нос становится как пятачок, как у свиньи. Вот эти все болезни, они ими болеют в основном в детстве, но в любом случае они могут дать и определенные осложнения. Ткани имели большое значение. Цвет тканей, какую ткань стелить, из какой ткани шить, скажем, постельное белье молодым, какую ткань надевать на голову невесте. До середины XIX века свадебное платье у армян, например, было из красного цвета, то есть красной ткани. Только после того, как первая в истории королева Виктория вышла замуж в белых одеяниях, после этого белый цвет стал свадебным. До этого времени у каждого народа была своя традиция. Вот до половины XIX века все выходили замуж в разных цветах, но только не в белом, потому что белый цвет, он на самом деле олицетворяет скорбь. Ну, например, в Индии, если в белом будут выходить замуж, все вас высмеют, потому что там белый цвет – это цвет траура, и вдовы одевают белый цвет. Однако вот белый цвет вот как бы вышел в моду и в обиход после вот того, как королева Виктория вышла замуж в белом платье. А почему красный? Потому что красный – это символ изобилия, здоровья. В русском языке слово «красный», распрекрасный, красивый. Во всем этом основа именно слова «красный». Красный цвет олицетворяет власть, богатство. Императоры Византии носили красную обувь, причем только они имели право носить красную обувь. Или они могли эту привилегию как бы подарить самым-самым приближенным за очень большие заслуги перед империей, но те носили на одну ногу красную обувь, то есть на вторую другой цвет. Только одна туфля, одна обувь могла быть из этой пары красного цвета, не пара красной обуви, потому что пара красной обуви разрешалась носить только императорам. Потом цвет багровый, это пурпурный цвет, это в каком-то соотношении фиолетовый. Носили только знать. И
достать такой цвет, купить такой цвет было очень непросто, нелегко. И, такой цвет красили специальные, там были моллюски морские. Вот кровь этих моллюсок, там они варили каким-то способом, и только таким образом красили багровый цвет, вот как бы одежду императоров. Поэтому все дамы, которые становились любимицами султанов или шахов, они старались носить фиолетовый в знак своей благородности. Потому что фиолетовый цвет уже говорил о том, что человек благородного происхождения. Простолюдину носить такое запрещалось. Потом есть еще армянская краска, которым пользовались испокон веков, червленная красная. Червень называлась, если уж поточнее. Почему так называлось? Потому что только на Араратской долине росла определенная трава, и на нем все время собирались такие насекомые, которые были очень такого темно-красного цвета. Так вот, их собирали, варили, из их крови получалась определенная краска. Этой краской ставили свою подпись императоры, там папы римские и прочее, прочее. Червень называлось. Потом оно распространилось, но до сих пор вот этой краски уже нету. Именно вот секрет этой краски уже никто не изготавливает, просто красная краска пришла на замену. Но вот червень готовили только из этих специальных насекомых, которые росли на траве, собирались на Арадской долине. Пробовали эту траву вывести из Армении где-то еще, она не прижилась. И во времена правления царя-царей Тиграна Великого под страхом просто смертной казни было запрещено вывозить краску червень за пределы Армении. Вот этих червей и вот эти растения. Впрочем, как, например, и шелк из Китая вывозить было запрещено под страхом смертной казни. И вывезла одна женщина, которая вышла замуж за персидского шаха, вывезла она в своей большой прическе несколько коконов. И с тех пор Персия научилась изготавливать шелк. Вот видите, как это все интересно. И началась вот эта великая шелковая дорога, и уже с Персии в Китай. Раньше в Римскую империю через Азию проходила вот этот великий шелковый путь. Как-нибудь я про это все расскажу. Так вот, краски. Если заговаривали определенную болезнь, нужно было взять ткань определенного цвета. Если хотели привлечь богатство, нужна была золотистая ткань. Если хотели привлечь здоровье и красоту, привлекательность, то заговаривали красную ткань. Вот смотрите, сейчас я вам объясняю, как с каждой тканью работать, что делать. Дорогие друзья, если у вас проблемы начались с женским здоровьем, если у вас проблема с привлекательностью, вы хотите более усилить свою энергетику притягательности, купите 3 метра где-то вот красной ткани, возьмите красную свечу, заговорите, начитайте, я вам скажу сейчас, что читать, каким образом. И 3 ночи подряд, ночью начитали на эту красную ткань, зажгли красную свечу, потушили свечу, 2 пальцами постарайтесь, вот так. Или как-нибудь там есть специальные такие приспособления, чтобы потушить. Потушили, эту свечу поставили, ткань на себя накинули, ну не только ткань, можете сверху там одеяло, например, накинуть и лечь спать. Если вы спите с мужем своим, можете просто на себя накинуть, как бы в свою сторону эту ткань. 3 ночи подряд. Потом эту свечу оставьте догореть, эту ткань можете использовать дальше, оно не имеет значения. И вы начнете видеть, как почувствуете, как ваша энергетика женская начнет усиливаться. Ткань красная имеет такую особенность. Просто ее правильно нужно заговорить. Не каждый человек вам даст такие заговоры. Следующий момент. Если вы чувствуете, что у вас начинаются воспалительные процессы по-женски, если вы чувствуете, что у вас головные боли, что у вас просто упадок сил начинается, не бойтесь, возьмите черную ткань 3 метра, точно так же. Черный саван называется. Ничего страшного с вами не случится. Наоборот, черная ткань вбирает в себя вот всю эту гадость, которая у вас есть. Она впитывает очень сильно.
Черного цвета в природе не существует, если вы знаете. Черный цвет – это соединение всех цветов природы, создает черный цвет. На самом деле черного цвета в природе нет. Вы где-нибудь видели черный цвет? Нет. Земля не черная, она коричневая, она серая, она там бурая, где как угодно, но не черная. Черный цвет – это вот именно искусственно созданный цвет, собраны все цвета природы, перемешаны. Когда это было, кем это было создано, мы сейчас не узнаем никогда, но в любом случае это из древних времен приходит черный цвет. Соединение всех цветов. Так вот, черный цвет имеет особенность впирать в себя все процессы гниения в организме, все процессы обессиливания в организме, то есть негатив. Вот негатив, вы работаете с людьми и прочее, прочее. Вы чувствуете, вас выпивает, вы устаете очень много, да, очень быстро. Берете черную свечу. Здесь большие свечи, можете маленькие свечи купить, силиконовые. Ой, фу ты, блин. Все, понесло меня не туда. То есть парафиновые свечи. Ну и силиконовые тоже есть, кстати, свечи, но это здесь не надо. Как-нибудь я покажу с ними тоже работу. Вперемешку с силиконом. Так вот, черная свеча, черная ткань. Начитали на эту черную ткань? Сколько раз, как читать, что читать, я вас научу сейчас. Постелили, опять же, на себя. Ну, сверх одеяла можно кинуть. Но вообще желательно черную ткань, если вы хотите, чтобы она вбирала с вас это все, желательно только на себя стелить и спать отдельно эти 3 дня. Просто вылечить себя. Просто окутаться в эту черную ткань. Сверху ложите свое одеяло, что хотите. 3 дня подряд ночью начитывайте, окутывайтесь в эту черную ткань. И в конце оставляйте свечу догорать. Когда уже 3 раза прочитали, пусть свеча догорит. Неважно, весь день будет гореть. Будьте дома просто, поставьте, и пусть она горит и горит, чтобы она закончилась. Эту ткань относите под любое дерево. Оставляйте с 13 монетами, ничего не говоря, просто монеты ложите, ткань положите, отвернитесь и уйдите. Все, больше вас это не касается. И вы почувствуете очень сильное облегчение. Вот эти процессы всякие воспалительные в вашем организме остановятся. Вам станет легче. Головные боли, если у вас были, они пройдут. Если у вас раздражительность, усталость, если у вас ощущение выпитости и такой немощности организма, это все приостановится, потому что черная ткань в себя все это вбирает. Есть у вас возможность, живете вы в селе, сожгите эту ткань, если есть возможность. Если нет возможности, если вы городской житель, вот сделайте, как я вам сказал, под дерево с 13 монетами и ушли. Золотистая ткань. Золотистая ткань привлекает определенное количество, знаете, как открывает денежную дорогу. Если вы ведете свою работу, если ваш доход зависит от процентов, если вам нужно усилить свою денежную энергию, свою энергию удачливости и прочее, золотая ткань. Золотистую ткань не обязательно стелить прям сверх себя, можно точно так же сверх одеяла. Опять же, золотистую свечу или желтую свечу покупаете. Точно так же заговаривайте, я сейчас скажу, как что. Ложите опять 3 дня, ночью заговорили, положили на себя. Вот так 3 дня. Потом золотой тканью можете пользоваться точно так же, как и красной тканью. Выносите только черную ткань. Смотря, вот я вам дарю как бы с этими цветами, что именно конкретно для кого нужно. Правильно? Я же не говорю, что все это в одну кучу надо провести. На эти 3 случая. Потом оставляйте просто эту золотую свечу догореть. Все. Через некоторое время вы заметите, что ваша энергетика денежная начнет усиливаться. Энергия вообще, наплыв, вот это вот притягать. Когда мы слабые, к нам не приходит прибыль. Потому что мы должны быть сильны, чтобы притянуть к себе, понимаете, эту прибыль. Если мы слабые, то никакой прибыли речи быть не может. Мы не можем притянуть, у нас магнетизма не хватает. Итак, дорогие друзья, стелите красную ткань, ставите красную свечу сверху ткани, вот так вот, как я. И начинаете. 1 секунду, сейчас начну. Читайте над красной тканью 7 раз. Красная сила, красный огонь, даруй мне силу, но меня не тронь. Красная кровь, Бог живой, голос мой да услышит. Красная сила, сила красная меня окутай.
К силе красной я взываю, силу красную призываю, я прошу и заклинаю, красной силой стану краше, красная сила, дай мне красоту, телесную силу. Красота ко мне, красные во мне, красные во мне, красота телесная ко мне, да сбудется. Создана на основе кавказской магии и определенных древних песнопений. Так что она работает очень быстро. Я стараюсь как можно проще вам дать вещи, которые не потребуют с вас очень сильной энергетики. Я могу очень сложные вещи вам дать, но они с вас возьмут силу определенно. А здесь практически ничего не берут, но дают очень многое. Далее, черная ткань. На черную ткань ложим черную свечу, как я вам сказала. 3 дня подряд это делаем. Итак, читать здесь 13 раз. Черной тканью укроюсь, черной тканью прикроюсь, черное черному передам. Всю гадость ткани отдам, с меня все черное забери, всю мерзость с меня себе бери. Черное черноте отдам, все беды черному передам. Черное с меня забери, в черноту себе забери. Беды мои ты прибери, черное черному передам. Беды ей навек отдам, избавлюсь, очищусь, оживлюсь, заклято. 13 раз. На себя накинули, сверху одеяла легли спать. После 3-го раза эту ткань унесли, под дерево положили 13 монет, отвернулись и ушли. Если вы живете в селе, то сожгите. Если в городе, сделайте, как я вам говорю. А после уже черную свечу оставьте догореть. Конечно, не оставляйте и не уходите, просто будьте дома, потому что оно вбирает весь этот негатив, оно может трещать, оно может натворить бед, поэтому вам лучше быть дома, когда эта свеча будет догорать. Золотая ткань. 7 раз читаем, сверху одеяло, 3 дня подряд для усиления денежной силы, для усиления удачливой силы. Вы сами потом увидите, какие чудеса творят вообще ткани, их цвета. Укроюсь золотой тканью, вызову золотой дождь, призову изобилие, золотом укрываюсь, золотом прикрываюсь, золотом укрывались цари, императоры и короли. Все золотом укрывались, в бриллианты одевались, сладко ели, сладко спали, бед не знали, тканью золотой зову богатство домой. Приди, золотая мать, начни богатством меня укрывать, золотом укроюсь, долю богатую получу, изобилие в дом привлеку. Лягу, посплю, богатая проснусь. Аминь. Я еще поделюсь с вами секретами тканей, цветов и их влияния в магии. Но пока что вот эти 3 очень нужные ритуалы, которые вам пригодятся, вы можете для себя записать. Потому что каждый из них для вас очень большая находка. Если будут вопросы, конечно, можете задавать под роликами. Всем удачи!